Итак, дорогие друзья, всем доброго раннего утра. Как видите, у меня голос уже охрип, потому как до утра отвечала и работала. Но решила перед тем, как пойду отдыхать, подарить вам очень сильный ритуал, который давно хотела подарить, но, как я вам говорила, мой зритель должен быть готов. К этому нужно подходить аккуратно и постепенно. Я вам дарила горшочек богатства. Я вам дарила множество других работ. Сегодня я хочу вам подарить вазу богатства. Дорогие друзья, это название может быть вам знакомо, потому что есть различные версии этого ритуала. В некоторых версиях вообще сказано, что там нужно добавлять, что там нужно делать. И, собственно говоря, больше ничего не сказано. Что нужно проводить, как нужно читать. Некоторые говорят, надо визуализировать. Некоторые говорят, просто нужно наполнять эти вазочки определенной символикой, определенными вещами, атрибутами, которые вам дороги, и они притянут в вашу жизнь удачу. Но я считаю, что этого недостаточно. Поскольку издревле это была настолько популярная вещь, что некоторые смекалистые купцы изготавливали эти вазы богатства, продавали и отдавали людям, которые покупали, определенные заговоры. Как они говорили, чтобы эти заговоры принесли им удачу и благо. Но я хочу сегодня вас научить, как нужно делать вазу богатства, как эта ваза богатства может перетянуть в вашу жизнь имущество. После того, как я не поленилась и провела для себя этот ритуал, точнее, и изготовила вазу богатства, которая у меня в Москве, в квартире. А в этом доме нужно постепенно по новой обновлять атрибуты богатства, потому что так положено. В эту вазу богатства можете переносить туда, куда переедете. Но сильнее всего она действует там, где ваш родной дом, потому что она привязана к этому месту. Но если перевести в другое место, нужно будет вам вытащить это все, по новой это все наполнить и по новой это все начитать. Вазу богатства могут провести только те люди, которые хотя бы год на моем канале. У всех остальных оно не получится так, как нужно. Год на моем канале люди, которые проводили чистки, проводили ритуалы удачи, денежные. Я вам говорила и повторяюсь, начните с малого. Сразу не бегите на сильные ритуалы, сильнейшие ритуалы. Там нужны определенные ингредиенты, там нужны определенные атрибуты богатства. Если у вас нет еще малого богатства, большего богатства, тоже не нужно бегом искать. Начните с малого. Ваза богатства могут провести люди, с которыми я поработала, почистила их, и у них уже процесс перешел на выполнение ритуалов удачи и так далее. Люди, которые уже год с лишним, еще раз говорю, на моем канале и сделали чистки, сделали ритуалы, они у них срабатывают, постепенно поднимайтесь с малого на большие ритуалы. Но люди, которые только что пришли, бегом бежать и делать вазу богатства, я вам не рекомендую. У вас не получится так, как хотелось бы. И если вы поспешите, а после у вас уже этот ритуал может не получиться. Начните с малого. Итак, теперь я буду по очереди показывать, что нужно наполнять, а он должен быть полный.
Вазы или горшочек берете, пузатенький, как символ богатства. Вот такой можно. Красную материю, вот эти красные ленты, которым вы будете привязывать потом, завяжете сверху. Его открывать уже нельзя, потому что эта денежная энергия должна быть внутри. Я сейчас вам буду показывать все атрибуты богатой жизни, все символы многих народов, многих веков, поверья, этнология народов и так далее. Вот максимально собраны здесь символы богатства, удачи, процветания многих культур, которые мы с вами наполним эту вазу. А потом начитаем. В этом заговоре, изначально говорю, есть известные уже духи удачи. Я их внедрила в этот заговор для усиления. Но эти духи удачи есть в иных заговорах, могут встречаться редко, но эти духи удачи призывались испокон веков для того, чтобы человек богател. То есть духи удачи, плюс мой заговор, ключи, плюс те ингредиенты, которые вызывают, призывали веками богатство, символы богатства. И правильное наполнение этой вазы, правильное хранение. Каждый день подходить, по 7 раз читать. Желательно не, скажем так, не отвлекаться, не забыть читать. Ну, забыли, ничего страшного. Надо часто подходить к этой вазе, читать. Эту вазу надо прятать от чужих глаз. Я, когда, еще раз повторяюсь, не поленилась, все же села и выработала этот заговор, потому что его нужно было доработать, исправить, улучшить и усилить, и, скажем так, усилить этими ключами, замками и определенными словами, которые вам неведомы, но они усиливают любой денежный заговор. Когда я это сделала и создала для себя эту вазу богатства, я буквально через 4 или 5 месяцев, 4 с чем-то месяца, почти 5, я купила дом. Не с нуля, конечно, но оно мне помогло быстро накопиться имуществу, деньгам. Так что имейте в виду. Естественно, у меня другой случай, вы скажете, но я хочу сказать, что иногда мы так исчерпываем себя, помогая людям, что до нас просто не доходят руки. Да, у нас приходит имущество, но и в нашем случае для какой-то определенной цели мы должны сесть, сосредоточиться и для себя конкретно для этой цели тоже провести. Итак, вот ваза богатства, которая в разных культурах, в разных исторических эпохах до наших современных дней дошло вот это понятие вазы богатства и рекомендуют, и говорят в разных направлениях магии, фэншуй и так далее. Но там не даны те секреты, которые я вам сейчас выдам, которые приводит к очень быстрым результатам. Не просто сидеть и визуализировать, сосредотачиваться. Нет. Произносить заговор и наполнить вазу нужными ингредиентами дадут вам результат замечательный и очень сильный. Но еще раз говорю, для тех людей, которые уже более года хотя бы или год на моем канале. Или люди, с которыми я уже работаю, очистила их, вот им тоже можно провести. Потому что пока вы не уберете то, что на вас есть, ничего, притянете в очень маленьком процентном соотношении. А чтобы было полноценно все это, делайте, как я вам говорю. Не кидайте сразу на ритуалы сильнейшие. Начните с малого. Итак, начинаем. Берем наш пузатый горшочек или вазу. Это не имеет значения. Можно и вазу настоящую взять. Только закрыть нужно сверху. Или связать, но лучше такой, который можно закрывать. Нам нужна земля.
Земля как символ плодородия во всех культурах. Кормилица земля, матерь земля. Через землю мы берем богатство, имущество. Земля нужна. Энергия земли будет притягивать в дом имущество. Но, естественно, не кладбищенское. Надеюсь, говорить об этом не нужно. Не пугайте меня, а то такие неадекватные вещи творят люди, что просто приходится заранее предупреждать. Земля, дорогие друзья. Любой злак, пшеница, овес, рожь. Открываем. Нужно сыпать так, чтобы в этой вазе места не осталось. Не забывайте, что там не должно остаться места. А почему места не должно остаться? Потому что полнота, полная чаша, полный дом. Понимаете, полноценность. Все должно быть полное. То есть дом, полная чаша. Вот земля. Следующий слой. Это злак, который посыпали. Идем далее. Корица. Молотая. Можно вот не молотую, несколько штук кинуть. Но лучше молотые, у нее больше энергетики. Корицу всегда сыпали в сундуки, еще где-то, где хранили деньги или имущество. Считалось, что корица привлекает денежную силу и вообще духом денег нравится вот этот аромат корицы. Сыпаем корицу. Можно полностью посыпать туда. Следующее. На Востоке еще один символ денег. Гвоздика. Посыпали еще и гвоздику. Тоже считалось, что денежные силы любят гвоздику. Некоторые люди, которые сыпали гвоздику от мух и от моли рядом с имуществом, с мехами, шелками и так далее, заметили, что после того, как они посыпали от моли, как защиту, что у них стало больше имущества и возможности купить, и уже места нету, чтобы это все разложить. И они поняли, что корица призывает денежную силу. Лавровый лист. Мне прислали прям ветку лавра. И оттуда я вот выбрала такие здоровые, хорошие листочки лавр, которые нужно хранить вообще-то в кошельке. Когда вы видите, что лавровый лист уже рассыпается, это значит, ваши денежные силы сглазили. Лавр берет на себя всегда зависть людскую, проклятие людское, одним словом. Так, дорогие друзья, далее. Мелочь, много мелочи. Потому что все начинается с мелочи. С малого начинается большая деньга. Сыпем мелочь. Распределяем вот так. Далее. Камни, кристаллы желательно. Можно топаз. Вот здесь можно аметист. Это горный хрусталь. Это розовый кварц. Это цитрин необработанный. Это раухтопаз или дымчатый кварц. Опять же горный хрусталь и обработанный цитрин. Цитрин здесь должен быть обязательно, как камень, призывающий богатство. Дальше. Красный мешочек и 3 куска сахара внутри. Вот, 3 куска. Как сладость жизни. Сладкая жизнь. Серебряная вещь и золотая. Здесь еще и бриллианты. Желательно, чтобы камни были настоящие. Потому что вы же настоящее богатство хотите привлечь, а не просто так. Вот серебро. Еще один символ богатства. И золото. Ну, с бриллиантом еще лучше. Но эти кольца вы долго носить не сможете. Понимаете, да?
Кольцо можно, цепочку, без разницы. Далее. Деньги разных стран. Белоруссия, Венесуэла, Австралия, доллар, 1000 рублей, 100 рублей, 500 рублей, 5000 рублей. Вот это все нужно туда разложить. Вот таким вот образом. Деньги разных стран, энергетика денег разных стран. Вот мы с вами полностью наполнили этот горшочек. Ну, под названием ваза денежная. Закрываю. Далее. Извиняюсь, забыла сказать. Красная нить в конце. Символ притягивания денег в дом. Чтобы она притянула деньги. Не связать, не привязывать. Вот так, вот таким свободным образом. Вот туда закрываем. Вы увидите, что у вас за перемены начнутся. Но я еще раз говорю, мой зритель должен быть готов. Я все дарю постепенно, даже тем людям, которые давно делают и очень довольны результатом, им тоже нужно постепенно быть готовым к более сильным и сильным работам. Магия, она неисчерпаемая, она бесконечна. Хоть 1000 лет будешь снимать, людям показывать, 1000 лет будет что снять и показать. И все сильнее и лучше. Итак, теперь красная ткань. Ткань нельзя привязывать там крест-накрест или как-то по-другому, узелками. Нет. Ткань должна быть свободная. Можно ткань меньше сделать. Здесь вот побольше получилось. Теперь смотрите. И сверху нужно привязать вот этими лентами. Красной лентой. Можно одной лентой, как хотите. Но чтобы было прям туго и плотно. Чтобы крышка не выскакивала постоянно. Даже если выскочить, ничего страшного, вся эта энергетика, она внутри. Прям привязать, завязать несколько раз, и причем прям плотно. Вот. И после начитать 7 раз. И так делать каждый день. Желательно каждый день. Если вы пропустите, это не страшно. Но чем чаще вы будете это делать, тем сильнее энергия этой вазы будет увеличиваться. И итог вас очень порадует. Итак, дальше я сделаю и покажу уже далее. Итак, дорогие друзья, очень плотно. Вот так вот связали. А внутри это ваза. Об этой вазе никто не должен знать. Никто не должен видеть, как вы его изготавливаете. Даже дети, даже близкий человек. Он не должен знать, что это за ваза. Если догадывается, он не должен спрашивать. Вы не должны говорить. Если кто-то это увидит, нужно говорить. Это мое личное, это не надо трогать. Это вообще не трогайте, все. То есть не объясняйте. Ничего не говорите, уберите. Но желательно, чтобы никто не видел. Уберите где-нибудь в таком скромном месте, закройте, чтобы никто не видел. По вечерам будете читать днем или ночью, это не имеет никакого значения. Но читать, опять же, чтобы никто не видел этот процесс. Не нужно ничего зажигать, ничего там ставить абсолютно. Здесь символы денежные всех народов, этносов, времен. Вы мало того, что они сами по себе притягивают деньги, вы еще и начитываете, усиливаете, еще и называете денежных духов, которые будут приносить больше и больше богатства. Здесь перечисляются символы богатства. Здесь перечисляется, что нужно человеку для того, чтобы богато жить. Здесь именно нацеленность на богатство. И вот когда вы начнете... Знаете, я вообще заметила, даже практикующие люди, которые увидели мой канал, начали пользоваться моими работами, они все купили дома, квартиры, машины, расширились, больше стали зарабатывать. Почему? Потому что мои ритуалы настолько действенны, что если начать ими работать с людьми, еще и добавить свою силу, результат просто замечательный. Понимаете?
И я рада этому. Я для этого и давала, чтобы и практикующие более профессионально вели свою деятельность, чтобы и простые люди получали и прочее. Я открыла завесу, приоткрыла. И я рада, что мои работы просто спасают жизни. И когда меня благодарят, я говорю, благодарите силы. Это они через меня вам передали. В любом случае, да, это мое, но переданы ими. Итак, я прочитаю столько раз, сколько у меня хватит памяти, а вы прочитаете 7 раз. И так желательно каждый день подходить и 7 раз прочитать. Не ленитесь. Зато результат, который вы получите, будете отдыхать в лучших курортах, будете одевать лучшие меха и обновы. У вас все время будет хватать денег на все. Захотите машину, накопите, купите машину. Захотите дом, захотите дачу и так далее. Если уж те ритуалы, которые попроще, скажем так, вам помогли настолько сильно, то представьте, как поменяет вашу жизнь вот эта работа. Потому что многие хотят, но не понимают, как эту вазу богатства создают и зачем и как. Версии различные, но вот это вот самое действенное. Вы сами в этом скоро убедитесь, если сделаете правильно. Собрать нужно все, что здесь есть. Не обязательно белорусские деньги, просто деньги разных стран. Нескольких, 3-4 страны достаточно. И вот так, в такой очередности различные деньги. То есть это не обязательно 100% вот именно такие, какие у меня. А все остальное обязательно. Итак, начнем. Выкликаю да призываю из всех дворцов, из всех сундуков, из казны мировой, стекайся ко мне богатство рекой. Квази-богатство, где все символы власти и земной удачи. С 4 сторон света, сквозь пространство и время, стекайся богатство. О великие боги, отправьте 7 сил, духов денежных. Я их призываю. Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Даг, Атан. Озолотите мой дом, наполните сундуки добром. Желаю сытно жить, желаю в мехах, в шелках, в меха и шелка облачаться. Домами владеть, алмазы носить, в золоте ходить, деньги тратить и тратить, во всем преуспеть, жить на широкую ногу. Пусть силы везде откроют мне дорогу. С князьями знаться, с богачами якшаться, с царями за стол садиться, своей удачей гордиться, жизнью быть довольной, судьбой насладиться, на золотой тахте в шелках почивать, беззаботно прожить, честного труда плоды пожинать. О, судьба, дай мне столько денег и удачи, чтобы некуда добро было девать, чтобы со мной самой жить в богатстве и славе, и внукам бы досталось. Да на 7 поколений богатство бы осталось. Духи услышали через эту вазу, богатство с удачей к моему дому привяжут. Как век мне быть богатой да знатной, все бояре, а я княжить буду заклято. Немного устала, поэтому реакция немножко так заторможенная. Но я надеюсь, вы поняли. Здесь нацеленность на богатство, богатство, символы богатства перечисляются. Вообще лучше нацелиться на именно положительные вещи. Меньше говорить об отрицательных вещах, если мы хотим призвать богатство. Здесь очень много ключей, которые вы просто автоматически читаете, даже не понимая, где этот ключ. Что такое ключ? Это слова, это время проведения, это какой-то определенный момент, который, соблюдая который, мы открываем сразу же вот это пространство и время. Начнем. Выкликаю да призываю из всех дворцов, из всех сундуков, из казны мировой, стекайся ко мне богатство рекой,
квазибогатство, где все символы власти и земной удачи. С 4 сторон света, сквозь пространство и время, стекайся богатство. О великие боги, отправьте 7 сил, духов денежных, я их призываю. Рухан, Нарон, Адикал, Артис, Тин, Дак, Атан. Озолотите мой дом, наполните сундуки добром. Желаю сытно есть, желаю в меха и в шелка облачаться, домами владеть, алмазы носить, в золоте ходить, деньги тратить и тратить, во всем преуспеть, жить на широкую ногу, пусть силы везде откроют мне дорогу, с князьями знаться, с богачами якшаться, с царями за стол садиться, своей удачей гордиться, жизнью быть довольной, судьбой насладиться, на золотой тахте в шелках почивать, беззаботно прожить, честного труда плоды пожинать. О, судьба, дай мне столько денег и удачи, чтобы некуда добро было девать, чтобы самой жить в богатстве и славе, и внукам бы досталось, да на 7 поколений богатство бы осталось. Духи услышали через эту вазу, богатство с удачей к моему дому привяжут. Как мне, век мне быть богатой, да знатной, все бояре, а я княжить буду заклято. И 7 раз прочитали, убирайте эту вазу с глаз подальше, чтобы никто не видел. И в самое ближайшее время все, что в вашей жизни будет происходить, вас очень приятно удивит. Единственное, что хочу вам сказать, если вы хотите поделиться с кем-либо вот этим секретом, не говорите, я проводила, не проводила, скажите, вот тебе ссылка, смотри, проведи этот ритуал. И если вам спросят, а ты вот проводишь, а ты проводила, тебе помогло, можете просто уклониться от ответа и сказать, вот об этом говорить мне нельзя. Ты ролик посмотри внимательно и все поймешь. Если человек ленив и не хочет ничего делать, если человек не хочет изучить этот канал, найти для себя определенные... Знаете, у людей рушится все. Ты говоришь, садитесь, изучите несколько недель. Найдете столько всего, что вам поможет с нуля подняться. Человек говорит, мне некогда, сами скажите, что мне надо делать. Все, этот человек недостоин ни перемен, ни чего-то нового, ни чего-то хорошего. Все, не надо стараться за всех и вся. Кто достоин, того боги приведут, объяснят, помогут, откроют глаза, и этот человек будет делать и подниматься с колен. Кто недостоин, тому можете тыкать в нос. Он все равно скажет, ой, ну, может, ты сама за меня тогда сделаешь. Никаких разговоров. Вы меня услышали, я вам это дарю, и я вам хочу сказать, что в Азии богатства идут просто легенды, много веков, много разных рецептов, всяких там разных, скажем, как бы вариантов, но никто никогда еще не давал такой полный вариант и с заговором, и еще и с символикой денег, которые нужно знать, изучить. Просто так с воздуха ты не знаешь это все. Это нужно в этом направлении жить и работать. Никто не давал, поэтому эта работа, она очень сильная. Я поэтому и назову сильнейший ритуал. Но я уже сказала, на каких условиях это проводится и каким образом. Желаю вам удачи и живите богато. Потому что человек, который не нуждается ни в чем, он не боится завтрашнего дня. Всем удачи!